Так, прежде чем мы сделаем бленд между нашей боковинкой и задом, я все-таки хочу поправить это CV, поправить эту зебру, чтобы она больше соответствовала зебре нашего меша. То есть мы попадаем с этой стороны арки, но не очень попадаем с этой. Поэтому давайте попробуем, во-первых, переназначить историю на вот эти вещи, чтобы она снова нам помогала. Вот, построим сквер. Так. Ну ладно, здесь мы сейчас ее убьем, эту историю, потому что нам нужно поправить вот эти CV. Вот сюда мы натяжение это увеличим немного. Удалим эту кривую на поверхности. Удалим все эти кривые на поверхности. И заново спроецируем Project Normal Shrink to Fit. Еще раз. Так. И вот нам нужно избавиться от вот этого загибона. Ну, так вот. Так, включим меш. Зебру. И смотрим. Так, нам нужно, чтобы видеть нормально как соотносится наш зебра на меше и на поверхностях, нужна прозрачность. Для этого мы лишнее срежем. Снова нужно сделать align. Так, и поехали. Вот так мне уже нравится больше. Вот теперь мы попали в зебру на меше, попали в форму, которая нам нужна. И можно продолжать. Вот это мне уже нравится. Transparency убираем. Единственное, что немножечко поправить форму вот эту. Как-то она не очень красиво выглядит. Меш, смотрим меш.
Вот то, что вот это пятнышко съезжает немного назад, мне не очень нравится. Поэтому вот так сделаем. И здесь немного. Ну ладно, хватит с этим мучиться. Оставляем так. Что-то здесь не так все. Ну, допустим. И сделаем бленд вот здесь. Прежде чем сделать бленд, давайте построим вот эту поверхность. Она у нас будет выглядеть примерно вот так. Примерно вот так. Сделаем один спан. Начнем снова и снова давать наши силы на попадание в меж. Ну, как-то так оно будет выглядеть. Нет. Здесь нам нужно придерживаться только маленького участка. Вот такого. Вот оно. Вот оно. Вот так, да. Конечно, сильно похоже. Судя по этому нож, что мы попали в зебру. Ну, как-то так. Как-то так должно оно выглядеть.
И теперь нужно все это перестроить начисто. Так, осталось совсем немного манипуляций, и мы заканчиваем. Заканчиваем с нашим задом. Так, вот здесь мы видим, что мы отходим от меша очень серьезно. Поэтому не стесняемся. Подтягиваем CV-шки так, как надо. Так. Можно сделать вот такую вот манипуляцию, чтобы приблизиться к нашей форме и давайте выровняем. Так. Ну, в общем-то, форма меня устраивает. Подтянем наши эти поверхности. К ребру этой, потому что это теперь у нас новая линия. Можно сделать следующим образом, чтобы не делать антримы, не перестраивать ничего, просто CV-шки притянуть и все. Вот так. Эта кривая нам теперь не нужна. Ее можно взять отсюда, если что. И сделаем бленды. Сделаем бленды. Так, с чего начнем? Начнем с того, что увидим, где у нас лежит пересечение наших поверхностей. Удалим историю, чтобы вдруг ничего не сбилось. Удалим, пока скроем, сделаем антрим у вот этой поверхности. Итак, как будет здесь выглядеть наш бленд? Первое, это мы спроецируем по Y вот эти кривые. И продлим их.
Таким образом мы будем видеть, куда стремится наша поверхность бленда. Так, чтобы бленд был большой и красивый, его можно сделать через, к примеру, вот эту нашу точку. Вот так, здесь спроецируем по нормали кривую на поверхности. Потом примерно на этом же расстоянии вручную спроецируем и отрежем эту поверхность и сделаем бленд. Так, и строим бленд. Четыре. И сквер. Кривизна, кривизна. Пять на 5 без спада. Вот так он будет выглядеть. Дальше делаем 3. Пока попадаем нормально. Трим. И нам вот отсюда примерно нужно вот так по нормали. Перед этим склонируем наше пересечение, чтобы было на что ориентироваться. Лишние кривые нам не нужны. Таким же способом меж скроем. Почему я строю через вот такой способ? Кривая второй степени, потом четвертой, чтобы вручную задать натяжение правильное внутреннего сквера нашего. То есть, чтобы вот внутренние сивишки располагались вдоль нашего пересечения. Вот, и тогда все будет отлично. Вот, ну и последнее. Последнее. Давайте сделаем так. Не хочет. Попробуем продлить это пересечение. И отрежем вот здесь. И отрежем вот здесь. И через такой же механизм
Так, так, так. И в конце, когда мы будем перестраивать все это на чистовую, мы всего лишь изменим проекции вот этой части арки на наш бленд. Давайте сначала проекцию кривой на поверхность, потом приложимся. Вот, что существенно ничего не поменяет. Ну, пока можно считать, что все проходит хорошо. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Пока на этом все. Продолжим уже в следующем видео. Если вам понравился этот видеоурок, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к группе в Фейсбуке и делитесь этим видео.